Всем привет! Как и обещали, мы оформляем вместе с вами наш новый офис и одну за другой наносим стены, а также в дальнейшем будут образцы. У нас гипсокартон, зашпаклеванный по швам, с проклеенной лентой, гипсовой смесью шпаклевать. А наносить будем фактурную штукатурку, поэтому дополнительно шпаклевать я не вижу никакого смысла. Сделаем его обработку кварцгрунтом, колерованным в темный цвет, для последующего нанесения лофта. Грунтуем. Что такое кварцгрунт, надо объяснять? Или все помнят? Кварцгрунт — это грунтовка, густая достаточно, содержащая в себе кварцевый песок. Для сцепления фактурных штукатурок с существующей стеной. Выглядит он снаружи как краска, но в нем есть песчинки. Предварительно, кстати, мы стену грунтовали. Вопрос задают часто в комментариях, нужно ли грунтовать стену обычной грунтовкой глубокого проникновения перед тем, как мы наносим кварцгрунт. Я считаю, что нужно, потому что для меня лично кварцгрунт — это больше кварц, чем грунт. Ну, то есть это больше для сцепления, чем для пропитки и для грунтовки. Сначала грунтуем обычной грунтовкой. Грунтовка высыхает, дальше мы наносим кварцгрунт. Вот так я бы сказала. Тут уже у кого какой опыт. У всех свой опыт. Я бы стала грунтовать так. Все остальное будем кистью наносить. Наносить мы будем декоративную штукатурку лофт, и это будет 1000 линий. Мастеров много, все наносят это по-разному. Ориентируйтесь просто на образ. То есть, если вы пригласили к себе мастера, и он вам делает как-то иначе, это не значит, что он делает не так. И это не равно, что я делаю не так. Просто у всех своя техника. Есть один смысл — 1000 линий. То есть, это такие вот полосы. Штукатурку мы будем использовать колерованную, лофт, и наносить. Давайте, знаете, как поступим? На уровне лица я вам сейчас покажу смысл нанесения, а потом издалека вы будете видеть, как я наношу это на стене. Чтобы сейчас не лезть туда, вот сверху мы будем наносить. Давайте отсюда покажу. То есть наносится слоем штукатурка. И с помощью щетки декоративной. Лофт материал достаточно густой, мы его разбавили немного водой, чтобы он был пожиже. Вы, кстати, можете тоже свои материалы, если они у вас на акриловой основе, вы можете тоже разбавлять водой до удобной консистенции. Нанесли слой, дальше берем щетку декоративную. У нас это вот такая вот щетка. Можно ее немножко смочить в воде, а можно прям сразу ей, как вам удобно. Давайте попробуем и так, и так. Щетку прислонили и формируем вот эти линии, вот они. Вот нам что нужно. И вот это мы будем сейчас делать на стене. Вот. Чем гуще слой, тем объемнее будет вот эта вот фактура. Сейчас я это сниму обратно в ведро. И пойду наносить с верхнего угла. А вы со стороны понаблюдаете.
Нанесли верхнюю часть, вот участок такой. Сколько он? Метр с копейками, наверное, 1,20 м, и ширина сантиметров 60. И продолжаем следующий участок. То есть мы нанесли слой, щеточкой сформировали бороздочки и продолжаем следующий слой. Соединяемся пока слой. Вот прямо так можно соединяться. Берем щетку и продолжаем вот эти линии. Вот. Смотрите, даже не видно, что у вас где-то шов. Можно в обратную сторону, если позволяет рост. Так будет лучше. Соединение. И смотрим толщину. Вот со щетки вот это можно обратно в ведро. То есть используем дальше. Щетку удобно мыть периодически. Ну, вам будет работать удобнее, если вы будете мыть. И чуть выше можно зайти, чтобы вот этой линии не было. Убираем ее. Пока штукатурка сырая, вы можете ее поправлять сколько угодно. Вот. И формируем, продолжаем бороздочки.
Все? Все. Вы нанесли штукатурку декоративную, лофт, сформировали щеткой полосы и дали ей немножко подсохнуть. Ну, скажем так, это будет час, может полчаса, смотря насколько сухо или не сухо. Штукатурка должна не полностью высохнуть, а стать немножко матовой. То есть она на подсыхание, нужно ее пригладить чистым шпателем или кельмой. Я вам покажу шпателем, вот так. Верхние края мы приглаживаем вот так. И так нужно сделать по всей стене. И вот эти ошметки со шпателя снимаем влажной тряпочкой, убираем и приглаживаем. Вот так. По всей плоскости. Где-то у вас будет гуще, ну то есть вот этот шире, да, там где гуще, там шире будет полоса. Где-то будет у вас тоньше полоса. Хаотично распределено по всей плоскости стены. И приглаживаем. Полностью высохла штукатурка. Мы еще ее почистили разочек. Ну, то есть, когда она высыхает, еще раз вот так вот проходитесь, чтобы руку не царапало. Трогаете, все устраивает. И теперь мы ее покроем лазурью. Смотрите, мы взяли лазурь серебро и заколеровали ее в черный цвет. Вот такая вот лазурь. Мы покроем с помощью кельмы и тряпочки, как мы это уже делали раньше. Оденем тряпочку такую, вот так, на кельму. И покроем по верхам черной лазурью. Для этого мы берем таким вот образом, намазываем и покрываем. Я вам сейчас показываю здесь. У нас верхушки будут черными и блестящими. Дождик такой своеобразный. Намазали черный, потом берем влажную губку и немножко размываем, чтобы не было слишком ярко. Ну и чтобы так подрастушевано было.
Вот такой у нас получился результат. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и всем пока.